Я сегодня сижу в красивом офисе, который через некоторое время станет нашим. Кто не знает, я последние 5-6 лет живу в Германии, и чем я занимаюсь? Я занимаюсь стартапами, которые условно начинаются просто идеи, и которые потом пытаются развить свой продукт, найти первых клиентов. Моя позиция, где я могу помогать стартапам, это именно маркетинг и сторона, где мы, допустим, вместе со стартапом понимаем, на какие площадки идти, каких площадок лучше воздерживаться. Но так было не всегда. За последние 5 лет моей жизни в Германии, даже 6 лет, я успела выстроить свой рабочий путь. Я начала вообще работать уборщицей, и вот спустя 5-6 лет я оказалась здесь, в команде. Я работаю менеджером, который как раз-таки занимается стартапами, но с позиции маркетинга. Сегодня я бы хотела поговорить про моих личных, наверное, 4 фаворита, которые я бы для себя выделила в последнее время, потому что у меня есть такая привычка, что, или точнее наблюдение, которое я заметила в последние годы. Допустим, перед тем, как у меня наступает уже последний месяц моего года, например, сейчас мне 27, мы находимся в конце октября, и буквально через 10-11 дней будет мой день рождения. Я всегда начинаю подхватывать какие-то скиллы, навыки или какие-то темы, которые меня интересуют, и перекидываю их уже на следующий год. То есть основная идея — это именно захватить их еще в предыдущем году. И мои такие скиллы, они как раз-таки, или интересы, можно их назвать, они совпали с темой в основном предпринимательства, потому что это очень релевантно для меня сейчас, не только как для сотрудника, но также как и для человека, который пытается развить сейчас свой личный бренд, про который я тоже немного позже расскажу. Так вот, начнем с моих 4 абсолютно must-have фаворитов, которые я выделяю для себя сейчас. С позиции предпринимателя и с позиции человека, который хочет в 2025 году начать свой бренд, или который хочет просто войти в эту во всю историю предпринимательства и начать работать над своим брендом, над своим проектом, над своим продуктом или сервисом. Первое — это научиться дизайну, но не просто дизайну, а научиться 3D-дизайну. Сейчас объясню, почему. Почему именно 3D-дизайну? Потому что все сейчас упирается в то, чтобы захватить внимание вашего потенциального потребителя, потенциального кастомера. Как вы это можете сделать? Вы это можете сделать в первые буквально 5-6 секунд, когда человек листает либо фид Инстаграма, либо натыкается на какие-то веб-сайты в онлайне. И вы можете это сделать, именно интегрируя 3D-дизайн в вашу продукцию, в ваш дизайн, ваш брендинг. Например, когда вы открываете веб-сайт, вы видите не просто картинку, а вы видите какую-то 3D-анимацию вашего продукта. То же самое, когда вы делаете в Инстаграме, вы листаете фид Инстаграма, и у вас вылетают не просто какие-то красивые фотографии и картинки, именно, допустим, там отретушированного продукта, но это продукт, который был сделан с помощью 3D-дизайна, или элементы к этому продукту были добавлены с помощью 3D-дизайна. А здесь есть абсолютнейший фаворит, который я вам рекомендую, который абсолютно free of charge, и которому вы можете научиться, смотря различные туториалы на YouTube. Я здесь тоже все вставлю. Вы можете просто зайти на сайт blender.com, скачать его, и этот абсолютнейший, крутейший софтвер будет уже у вас в компьютере. Это софтвер, который вы можете изучить, который, я бы не сказала, потребует каких-то прямо crazy часов для того, чтобы сделать даже какую-то базовую анимацию. Но это софтвер, который вы можете постоянно наращивать, и скиллы в котором вы можете постоянно наращивать. Самый знаменитый, наверное, туториал, который я бы здесь посоветовала, это Donut Tutorial, и он сделан человеком, который непосредственно работает с командой Blender, и который замечает различные баги в блендере и непосредственно передает это уже на команду разработчиков. Поэтому этот туториал очень крутой, он занимает где-то 4 часа в записи, но поверьте, у вас он займет, конечно, чуть больше времени, может быть, недели, может быть, 2 недели, все зависит от того,
с какой индустрии вы приходите, но, на мой взгляд, вот именно 3D-дизайн, чтобы зацепить кастомера, чтобы как-то выделяться на фоне всех остальных конкурентов, особенно когда мы говорим про продукт как ваш финальный результат вашей работы и что вы хотите непосредственно продавать, то, мне кажется, это очень крутой скилл, которому вы сейчас можете вот прямо сейчас идти и учиться. Второе — это social media. Я не говорю про то, что просто выкладывать одну фотографию в Инстаграм и на этом все. Нет, я говорю, что именно нужно понимать и обучать себя всем навыкам или каким-то базовым навыкам, пониманием, трендам, которые сейчас есть в social media. Например, для меня, по крайней мере, таким примером стал курс Ecolovika, который я прохожу сейчас, на этой неделе. Каждый день у нас есть какой-то воркшоп с экспертом, и этот эксперт рассказывает определенные практические кейсы, которые мы можем использовать, например, когда мы постим на Инстаграме, когда выкладываем рилсы, какие, допустим, какую аудиторию задействовать на Ютубе, какую аудиторию задействовать на ТикТоке. И одним из таких инсайдов, например, который мне очень понравился и очень зашел, это буквально было со вчерашней сессии, нам рассказывали про то, как Инстаграм вообще воспринимает аудиторию людей, которые смотрят рилсы, и аудиторию, которая смотрит карусели. Оказывается, для Инстаграма это совершенно две разные аудитории, поэтому не нужно удивляться, когда, например, вы запостили серию рилсов в Инстаграм, затем вы запостили запостили карусель, после этого вы запостили опять рилс, и у этого рилса абсолютно низкие просмотры. Потому что для Инстаграма он зацепил аудиторию, которая воспринимает карусель как контент, и поэтому после того, как вы постите рилс после карусели, он, соответственно, этот рилс уже будет показывать на аудиторию, которая вообще обычно потребляет карусели. И вот это, представьте, только один из таких маленьких-маленьких инсайтов, и сколько больше вы можете для себя еще найти, принять, если вы будете постоянно в таком поиске, если вы будете, допустим, сами следить людей, которые вам нравятся, бизнес-кейсы, которых вам нравятся. Например, в моем случае, почему я пошла на курс Ecolovika, потому что я слежу за ее социальными постами, социальной вообще ее как бы социальной ее личностью в плане там, как она ведет Инстаграм и для Ecolovika, и для своего личного блога. И мне нравится именно позиционирование. Я не говорю, что мне нравится сам продукт, цацки, я не очень уверена в качестве этой продукции, но сами курсы и людей, которых она приглашает, мне это нравится. И мне кажется, это как контент, который, в принципе, очень релевантен и всегда четко попадает вообще в тренды маркетинга, которые нужны вот на сегодняшний день. Значит, запомнили, да? Изучать социальную social media и именно, может быть, даже говорить с экспертами, которые именно работают в этой сфере, да, получать контент и knowledge от них. Третье, это очень важно, на мой взгляд, и по моему опыту работы с другими стартапами, это то, на что, к сожалению, многие стартапы и предприниматели не уделяют нужного времени. Здесь я могу тоже рассказать это на своем опыте, а именно A/B testing или тестирование вашего продукта на начальной фазе. Почему, как правило, предприниматели это избегают? Потому что это занимает время, это занимает абсолютно все, наверное, твое время, и, как правило, все это заканчивается фейлом, потому что очень редко, когда случается, что с первого раза вы запустили продукт, и это абсолютная бомба. Нет. Идеальный продукт, он как раз-таки получается путем тестирования наших гипотез, которые есть у нас как у производителя этого продукта, как у создателя этого продукта. И когда мы тестируем эти гипотезы, мы как раз-таки можем вот выявить, окей, а что как раз-таки нужно покупателю, чего не хватает на рынке. Я могу рассказать про свой личный пример. Как бы
В параллель к моей 9 to 5 job у меня есть проект, который я хочу конвертировать в полноценный бизнес. Это аксессуары для животных, плетеные аксессуары для животных. Первый материал, который я для себя нашла и который я просто считала будет идеальный подходить для вообще любого ошейника для собаки, это был паракорд. На первый взгляд довольно-таки прочный материал, он такой как шнур, но когда ты начинаешь, допустим, когда ты его надел на собаку, да, в качестве ошейника, если у вас большая собака, которая любит тянуть, то забудьте просто про паракорд. Это вообще не тот материал, на который вам нужно смотреть. И я это выяснила на стадии тестирования. У меня был определенный пул людей, с которыми я могла протестировать свой продукт. И про это я, кстати, тоже могу записать отдельное видео вообще, как это делать, как правильно делать аутрич на людей, как искать таких людей, отсылать ли им продукцию вообще там за какую-то маленькую стоимость или отсылать им просто это за бесплатно, то есть я про это тоже могу все рассказать в отдельном видео, но я как бы дала продукт на тестирование, и буквально через несколько дней она мне написала фидбэк о том, что одна из собак просто вообще потеряла ошейник, когда была на прогулке, потому что она его растянула, а другая собака, у нее 7 собак, она начала его тоже стягивать как-то своим ухом, вот так вот чесала, тоже стянула ошейник. В общем, мои все вот эти вот идеалистические представления о моем идеальном продукте, они полетели прахом. Поэтому что мне пришлось сделать, это тестировать новые материалы, в стадии чего я сейчас и нахожусь, и это, опять же, проверять на реальных людях, а не просто у меня вот здесь вот в голове. Поэтому тестирование — это абсолютно нужная и необходимая, на мой взгляд, часть всего вообще product market fit, как это называется, да, чтобы вы нашли своего идеального покупателя и нашли идеальный продукт, который закрывает вообще его pain point. Почему предприниматели не хотят это делать? Потому что, как я сказала, это всегда заканчивается, как правило, фейлом. Но здесь лучше сделать фейл именно на этой стадии, чем делать это потом, когда у вас уже заинтегрированы, там, не знаю, бюджеты на построение веб-сайта, бюджеты на то, что вы вкладываете там какие-то деньги на кампейны, на advertisement и все такое прочее. Лучше это вообще сделать все вот как только вы загорелись какой-то идеей, потому что потом это может вам быть экономически очень дорого, если вы пропустили вот эту фазу тестирования и сразу же просто кинулись на то, чтобы там уже делать все готовое, как если вы знаете своего идеального кастомера, идеальный продукт, и все как будто бы у вас прям работает. Это был третий пункт. Всегда тестируйте свой продукт. Четвертый пункт, на мой взгляд, это тоже очень важный, может быть, не очевидным совершенно, но это даже, скорее всего, про то, как стимулировать ваш мозг к тому, чтобы он работал еще креативнее, чтобы вы могли вкладывать еще больше часы в то, чтобы работать над своей идеей, над своим продуктом. Это изучать иностранные языки. Да, вы не ослышались, товарищи. Почему иностранные языки? Потому что, опять же, говорю все на своем примере. Как только я приехала в Германию порядка 5-6 лет назад, я изучала немецкий каждый день по 4-5 часов в день. У меня был такой интенсивный курс полгода. Затем я изучала немецкий на работе, тоже как типа на полставки. И затем у меня еще в параллель я начала делать свою магистратуру. Вот мой мозг, он, знаете, он учил язык, который был для меня совершенно новый. Он воспринимал информацию в университете про все вот эти экономические модели, какие-то там производные, мат-анализ и все прочее. Затем тоже на работе какая-то информация. И мой мозг был настолько пластичный, что, в принципе, когда я там, не знаю, уже захватывала какие-то новые слова на немецком, мне это уже не было, какой-то, знаете, сложной задачей. Затем у меня началась работа. На работе это с 9 до 5, у вас есть определенный график. И как-то на немецкий я уже, знаете, так подзабила, потому что, в принципе, я к тому моменту была в Германии уже, по-моему, 3 года полноценной жизни.
я прокачала свой немецкий, на работе мы стали разговаривать больше на английском, и все, и как-то вот я влилась в этот вот ритм, режим, что у меня есть какая-то структура, у меня есть календарь, у меня вот с 9 до 5 и все. И я стала замечать, что мой мозг, он просто, знаете, так немножко стал заплывать, как у нас говорят на русском, да. После этого, вот это буквально мой эксперимент последнего месяца. Как вы знаете или не знаете, мой жених, он из Индии, поэтому язык, который я выбрала для себя учить, это сейчас хинди. Я учу хинди уже порядка 1 месяца, и я стала замечать, как другие задачи по сравнению с изучением нового, совершенно не похожего ни на что для меня языка, они стали как будто бы простыми. То есть, когда сейчас, например, я уделяю 1 час в день хинди, для меня уже не считается какой-то, знаете, сверхзадачей там пойти поучить Blender еще 2 часа. Потому что, по сути, любой софтвер, который мы пытаемся изучить, или какие-то статьи, knowledge, даже по social media, если мы что-то будем читать, это будет все равно плюс-минус либо на нашем языке, это будет на экране компьютера, то есть это будет уже привычный для нас сетап. То же самое с блендером, да, там будут какие-то разные функции, но это будет на понятном нам языке, экран, вы кликаете, что-то появляется, что-то не появляется. Язык — это же совершенно другой таск, который просто на каких-то максималках формирует новые нейронные сети в вашем мозгу, поэтому, когда вы учите язык, все остальное, даже как, допустим, генерация новых идей для вашего бизнес-проекта там, или генерация какого-то нового продукта, который вы хотите, допустим, создать как небольшой стартап, эти задачи для вас уже будут казаться более простыми. То есть это такой, знаете, тип а-ля как хэкнуть немножко свой мозг. И мне кажется, это очень-очень важно. Я знаю, что еще говорят, нужно читать классическую литературу, что я тоже делаю, но именно в моем опыте, не знаю, когда ты учишь новый язык, это, мне кажется, еще в разы ускоряет весь этот процесс. Поэтому мой вам совет — это просто либо выбрать какой-то язык, который вам нравится, либо выберите страну, которая вам привлекательна, и начните учить язык той страны. Опять же, здесь можно зайти на YouTube, в интернет, блоги, различные веб-сайты, онлайн-школы, индивидуальные тьюторы, очень много возможностей, как можно сейчас выучить иностранный язык, поэтому я прямо вот от всей души рекомендую посвятить этому время. Никто вам не требует, что вы должны прям до C1 дойти уровня, но, знаете, какую-то базу разговорную, просто, мне кажется, даже прикольно, когда час в день вы можете уделить тому, чтобы учить какой-то вообще иностранный язык. Это вот был мой такой тип, поэтому еще раз повторим. 4, да, получилось. Первое — это выучить технический скилл, который будет связан с 3D-моделированием, чтобы с первой же секунды выделяться на фоне всех конкурентов. Второе — это изучите social media маркетинг, разговаривайте с людьми, которые работают в этой индустрии, которые, возможно, могут вам дать какие-то инсайдер знания, да, сами просто смотрите различные социальные, там, social media профайлы людей, которые вам нравятся, как они ведут бизнес, как они разговаривают, какие там, не знаю, цвета они используют в фиде своего инстаграма, там, ютуба и так далее. Третье было: всегда интегрируйте тестирование в стадию развития своего продукта и создания своего бизнеса, и запаситесь терпением, потому что на стадии тестирования всегда неизбежен какой-то маленький или большой фейл. И четвертый, мой персональный тип, это выберите один язык, который вам нравится, и начните его учить. Вот, сделав эти 4 штуки, мне кажется, каждый из нас, мы можем просто себя настолько круто прокачать свой бизнес, свои предпринимательские скиллы, что будем вообще впереди планеты всей. Это была Кристина, обещаю вам из Германии, из своего нового потенциального офиса. Увидимся с вами в следующем видео. Лайки, сердечки, подписка, все туда.